Хочу котлет вкусных, сочных, необычных, рыбных. Одни будут на сковородке, а другие в аэрогриле. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. Сейчас и приготовим сковородку на огонь. Немного растительного масла. Пусть греется. А я тем временем одну луковицу, даже половинку, друзья, а вторую половину добавлю сырой фарш. По вашим рекомендациям. Нарезаю грубо. И ничего не жду, сразу выкладываю в сковородку. Щепотка сахара небольшая. Конечно же, соль. Все, пусть жарится до мягкости. Беру небольшой кусочек хлеба. У меня, друзья мои, уже черствый. Кто это сделал? Картошку поставил, пюрешку. Так если поставил, следи за ней. Я за Вся тобой плита слежу. грязная. Ух, Сережка, будешь мыть печку сам. Продолжаем. Печку будем мыть потом. Я думаю, на мое количество рыбы этого будет достаточно. Перекладываю в тарелку и заливаю молоком. Конечно же, можно и водичкой. Все. Это пусть стоит, наслаждается. А мы займемся маслом. Беру зелень. Она у меня из морозилки. Петрушка. И немного ее измельчу, друзья. Слишком она у меня крупная. Еще и с палочками. Конечно же, можно заменить на свежую, на укроп. Но мне почему-то вот с петрушкой рыба больше нравится. Это, конечно, дело вкуса. Перекладываю к маслу. У меня здесь граммов 50 сливочного мягкого масла. К маслу немного черного молотого перца. Соль чуть-чуть. И все хорошо разминаю. О, отлично, мы с этим справились. Беру пленку. Масло. Выкладываем. И делаем из него колбаску или конфетку. Все, вот такая вот колбаска у меня получилась. Прячу в морозилку. Оп! Лук немного подрумянился, стал мягким. Выключаю нагрев и займемся рыбой. У меня сегодня филе мерлузы. Нарезаю на порционные кусочки, так, чтобы было удобно пропустить через мясорубку. Подойдет любая рыба, какая у вас есть или какую любите. И хек, и минтай, и окунь. В общем, любое рыбное филе. И также, друзья мои, добавлю 2 брюшка красной рыбы. Все, общий вес рыбы 700 граммов. Пропускаю рыбу через мясорубку. Сюда же пойдет хлеб. Остывший лук. И в самом конце сырой лук. Еще в свои котлеты я добавлю одну небольшую картошку, которую натру на самой мелкой терке. Картофель немного отожму от... Ух! Посмотрите, какой сочный. Отожму от жидкости. Так, совсем чуть-чуть, без фанатизма. И к фаршу. Все, осталось только заправить. Соль по вкусу. Черный молотый перец. В идеале белый перец, друзья мои. Рыба его очень любит. Но у нас какой есть. Пока муж не видит, немножко куркумы. А что, нормально куркума? Нормально, привык уже. И все. В свои котлетки я больше ничего не буду добавлять. Хочу натуральности. Все хорошо перемешиваю. Так, чтобы все объединилось. Яйцо я добавлять не буду. Так нежнее. И немножко отбиваю, чтобы они хорошо держали форму. Яйца-то у нас нету. Вот такой вот. Фарш у меня получился хороший. Если по какой-то причине у вас получился влажный фарш, можно добавить 1-2 столовые ложки манки или панировочных сухарей. Они на себя потянут влагу, и фаршик будет просто идеальным. Оно. Все прекрасно. Все. Можно формовать котлеты. В одну тарелку разбиваю яйцо. Небольшое. Взбалтываю. Так, чтобы не было сгустков белка. Во вторую тарелку муку. А в третью сухарики.
У меня сухарики домашние, красивые. Сегодня будет вкусно. Все. Сковородку на огонь. Приличное количество растительного масла наливаю. Так, чтобы хорошо-хорошо покрыло. Пусть греется. Масло достаю из морозилки. Нарезаю на небольшие кружочки. Все делаем по шурику, чтобы масло оставалось замороженным. Берем самое волшебное орудие труда, наши рути. Фарш. Я думаю, вот такой вот шарик будет нормально. Кусочек сливочного масла. И заворачиваю. Будут у нас сегодня такие аккуратные, красивые котлетки. Да? Да-да-да. Пока выкладываю на доску и продолжим. Есть. Готовые котлеты сначала панирую в муке. Хорошенечко так даже муку буду прижимать. Яйцо. Сухари. Тоже хорошо так прям прижимаем. И на сковородку. Обжариваем со всех сторон до румяной красивой корочки. Рыбные котлеты это не мясные, их очень долго жарить не нужно. Поэтому, друзья мои, начинаем крутить, вертеть, чтобы со всех сторон хорошо подрумянились. И серединка тоже будет готова. О. Конечно же, эти котлеты лучше пожарить во фритюре. Но мы, друзья, с вами сделаем более полезный и щадящий вариант. Аэрогриле. Оп! Готовые котлетки. Просто окунаю в сухарики. Так, хорошо окунаю и немножко прижимаю, чтобы побольше сухариков прилипло. Хрустящая корочка, которую мы так все любим. А здесь она будет еще немножко полезная. Все, выкладываю в аэрогриль. Вставляю. 180 градусов. Я думаю, 20 минут будет достаточно. Я свои котлеты крутила около 10 минут. Я думаю, уже достаточно. Выкладываю на бумажное полотенечко. Вы только послушайте. Какая хрустящая. Дадим немножко отдохнуть, а мы пока продолжим. Оп. Ой, посмотрите, какие они красивые. О, такие красивые, как булочки. Сверху хрустящие. Слышно? Я довольна. И эти. Какие выбираешь? Хочу же, друзья, показать вам и поделиться с вами, какие котлеты получились. С какой начнем? Эх, вот это на меня смотрит. Так. Корочка у нас хрустящая. Смотрим, что в серединке. Ой, идет как по маслу, а пахнет как Сережечка, посмотри. Класс. Класс. Какие они красивые, даже масла в середине осталось, посмотри. Просто его мало, поэтому оно не вытекает. Пробую, друзья мои. Выглядит очень красиво и пахнет вкусно. Друзья мои, это бесподобно вкусно. Котлета получается сочная, нежная, так хорошо сбалансирована по вкусу. Это хрустящая корочка. Я очень рекомендую вам приготовить. Посмотрите, какая красота. Она хорошо прожарилась, пропеклась. Ой, все. Ну не могу остановиться, так вкусно. Теперь попробуем эту. На меня смотрит. Оп. Здесь тоже хрустящая корочка. Она такая, она воздушнее, пушистее. Оп. А у нас здесь прямо Красота. сочность. Котлета получилась совершенно другой. Она отличается по текстуре от жареной. Она такая, как воздушная, нежная, такая прям как пух. И масло тоже осталось в середине. Ну, друзья, пробую. Она прям сочная-сочная. Во.
Это очень вкусно. Да еще с нежным воздушным картофельным пюре. Видишь, оно само хотело к тебе в тарелку. Да еще добавка квашеная капуста. Вот сюда, Сережа, чтобы красоту тебе не закрыть. Все, классика жанра. М? Друзья, желаем вам мирного неба, крепкого здоровья, мыслей мудрых, позитивного настроя, еды вкусной, простой, понятной. И разнообразной. Да, и мужей послушных. Печку мыть будешь? О, сейчас покажем, как отмыть эту печку. Да. Когда остались вот такие пригарочки, включаю печку, наливаю воды на эти места, пусть они немножко нагреются. Вот. Потом беру соду и вот так по чуть-чуть присыпаю. По чуть-чуть присыпаю. Выключаю нагрев. Беру мочалку вот этим мягким и начинаю аккуратненько тереть. Это убирает все разводы, даже синие такие пятна. И вот так. Печка полностью чистая. Вот так. Как новая. Как новая, хотя ей уже более 10 лет. Вот так. Ставьте лайки моему мужу. Молодец, благодарю. Пожалуйста. Значит, завтра будет тебе тортик.